В самом сердце Танзании, среди бескрайних просторов национального парка Селус, крупнейшего заповедника Африки, жила необыкновенная пара львов. Они были известны среди сотрудников парка как странники или вечные скитальцы. В отличие от большинства сородичей, эти хищники никогда не присоединялись к прайду, предпочитая держаться в одиночестве. Их союз был удивителен. Они представляли собой самодостаточную единицу, маленькое государство в мире дикой природы. Самец был воплощением мощи и благородства, и его грива, цвета темного золота, обрамляла гордую голову и спускалась на могучие плечи. Глаза, янтарные, глубокие, казалось, хранили многовековую мудрость африканских равнин. Самка была его идеальной парой, стройная, грациозная с телом, которое скрывало недюжинную силу. Ее шерсть отливала медью на заходящем солнце, а движения были полны изящества и достоинства. Наблюдатели отмечали, что их отношения выходили за рамки обычного звериного союза. Во время охоты они демонстрировали удивительную слаженность. Самец никогда не отбирал добычу у подруги, а часто уступал ей лучшие куски мяса. После удачной охоты они вместе отдыхали в тени раскидистых акаций, и их тихое ворчание напоминало душевную беседу. Особенно трогательными были их вечерние ритуалы. На закате, когда саванна окрашивалась в багряные тона, львы предавались играм, валялись в пыли, догоняли друг друга, совсем как маленькие котята. Сотрудники парка говорили, что никогда не видели у диких хищников такой нежности. Самец часто вылизывал шерсть подруги, а она в ответ терлась о его мощную шею, издавая тихое мурлыканье. Фотограф центра Ричард, наблюдающий за парой несколько месяцев, как-то заметил, если бы душа саванны могла принять форму, она была бы похожа на этих львов. Их связь — это не просто инстинкт, это нечто большее. Когда сезон дождей стал сменяться засушливым периодом, сотрудники заметили изменения в поведении пары. Львица стала менее подвижной, чаще отдыхала, а ее брюхо заметно округлилось. Новость о беременности быстро облетела всех сотрудников парка. Это было значимое событие, поскольку одинокие пары редко дают потомство. С этого момента поведение львов кардинально изменилось. Самка стала искать уединенное место в зарослях высокой травы, где чувствовала себя в безопасности. Самец же превратился в бдительного стража. Он постоянно патрулировал территорию, прогоняя гиен и других хищников, которые могли представлять угрозу. Их знаменитые путешествия прекратились, теперь они редко удалялись от выбранного логова. Местные жители из деревни Нгомби, жившие на границе парка, с почтением относились к необычной паре. Старейшина деревни, мудрая Майя Заира, говорила: «Эти львы — духи равнин, они приносят удачу нашей земле». Утро выдалось особенно жарким, даже для африканской саванны. Первыми тревожными сигналами стали пронзительные рыки львицы, разносящиеся далеко по округе. Это были не звуки агрессии, а крики боли и отчаяния. Роды начались тяжело, прошло несколько часов, а ситуация не улучшалась. Львица лежала без движения в укрытии из высокой травы, и ее дыхание стало прерывистым и хриплым. Самец метался вокруг, поднимая клубы рыжей пыли. Он издавал странные звуки, нечто среднее между рычанием и стоном, который раньше никто не слышал от взрослого льва. Его мощное тело дрожало от беспомощности. Именно в этот критический момент по территории проезжал патруль в составе 3 человек: Джамал, старший инспектор с 30-летним стажем работы в парке, Пьер, опытный ветеринар из Конго, и Квами, молодой наблюдатель из местного племени, обладавший удивительным пониманием природы. Увидев странное поведение льва, патруль остановился на безопасном расстоянии.
Джамал первым понял, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Осторожно выйдя из машины, он поднял руки, демонстрируя мирные намерения. И тогда случилось невероятное. Могучий лев встал на задние лапы и опустил передние, сложив их особым жестом. Его глаза, обычно полные достоинства и силы, теперь выражали лишь мольбу и отчаяние. «Он просит нас о помощи», — тихо произнес Квами, чьи предки веками жили в гармонии с дикой природой. Пьер уже готовил оборудование, транквилизаторы, медикаменты, инструменты для возможного кесарево сечения. Действовать нужно было быстро. Пока Пьер осторожно приближался к львице, самец не сводил с него глаз. Казалось, он понимал каждое движение ветеринара. Аккуратно усыпив животное, они перенесли его в кузов автомобиля. Все это время лев стоял неподвижно, лишь его напряженная поза выдавала внутреннее волнение. Дорога до мобильной клиники заняла около часа. Лев бежал следом, иногда останавливаясь, чтобы прислушаться к доносящимся из машины звукам. Однажды он ненадолго скрылся в зарослях и вернулся с окровавленной мордой, видимо, пытался охотиться, чтобы предложить добычу в знак благодарности. В клинике развернулась настоящая битва за жизнь. Пьер работал под наблюдением Джамала и Квами. Были подключены капельницы с питательными растворами, введены стимулирующие препараты. Прошло почти 40 минут напряженной работы, прежде чем раздался первый слабый писк новорожденного львенка. Один за другим на свет появились 3 крошечных существа. Первый — самец, самый крупный из помета, с уже заметной темной полосой на спине. Вторая — изящная самочка с необычным кремовым оттенком шерсти. Третий — маленький самец, самый активный, сразу попытавшийся встать на шаткие лапки. Львица постепенно приходила в себя. Когда она открыла глаза и увидела своих детенышей, в них вспыхнула искра жизни. Она слабо лизнула каждого малыша, проверяя их состояние. Все это время лев стоял у входа в клинику. Он не спал всю ночь, лишь изредка отлучаясь, но всегда возвращался на свой пост. Утром сотрудники обнаружили у ворот свежую тушу антилопы, молчаливый жест благодарности. На вторые сутки, когда стало ясно, что львята здоровы, а их мать достаточно окрепла, было принято решение выпустить семью на свободу. Момент воссоединения стал одним из самых трогательных в истории парка. Когда ворота открылись, лев осторожно, почти робко подошел к львице. Он не бросался к ней, а медленно приблизился и нежно прикоснулся щекой к ее шее. Затем также бережно обнюхал каждого детеныша, словно запоминая их запах. 3 крошечных львенка, оба родителя, вся семья была в сборе. Они провели еще день в лагере, давая львице возможность полностью восстановить силы. На 3-е утро семья медленно двинулась в сторону горизонта. Они шли неторопливо, львица берегла силы, львята бежали рядом, а самец шел впереди, оглядываясь и проверяя, чтобы никто не отстал. Перед тем, как скрыться в зарослях, лев обернулся и на мгновение замер, глядя на Джамала. В его взгляде не было ни угрозы, ни страха, только глубокая, почти человеческая благодарность. Так родилась новая легенда африканской саванны, история о любви, преодолевшей все преграды, о доверии между человеком и дикой природой и о 3 маленьких львятах, появившихся на свет благодаря этому удивительному союзу. История странников и их потомства продолжает жить в рассказах сотрудников парка и местных жителей, напоминая нам, что даже в суровом мире дикой природы есть место для любви, верности и взаимопомощи. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите,
пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!